Друзья, всем привет! Сегодня поговорим про календарь. Очень важная тема, про которую мало почему-то рассказывают нам, например, в школе. И не рассказывают, как потом управлять своим временем. А это важная история, она похожа очень с финансовой грамотностью. Когда ты смотришь, на что утекают твои деньги, и ты понимаешь, на что ты там больше тратишь, на что меньше. И разница только в том, что денег ты можешь заработать больше или столько же, а вот время потраченное ты уже не сможешь вернуть. Перед этим, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал, я буду этому очень рад, и это служит для меня огромной мотивацией. Итак, поехали. Первое, что нужно понять, что календарь, вот такая банальная мысль, календарь — это инструмент. И работает он только тогда, когда мы им пользуемся. Почему я озвучиваю эту банальную мысль? Потому что лично у меня, когда я начинал только пользоваться календарем и только начинал планировать свои дни, у меня был какой-то эмоциональный откат от того, что я заходил, и, знаете, вот пустой лист, я такой, ну все. И даже когда я им начинал пользоваться, ну, например, на какое-то время забрасывал там или еще что-то такое, возвращался к нему, было, типа, мало мотивации из-за того, что, черт, я не такой там успешный, да, то есть, типа, у меня не так много дел, чтобы заполнять мой календарь или еще что-то такое. И это все стоит принимать легче, потому что календарь, он супер такой же живой, как на самом деле и мы. И когда у нас тяжелая неделя, допустим, эмоциональное выгорание там или еще что-то такое, когда мы просто ничего не делаем, у нас так тюленья неделя, просто стоит помнить, что все это нормально, и все это придет в норму. И сейчас я вам покажу свой календарь, только, пожалуйста, не пугайтесь. Он может выглядеть сначала немножко пугающе, страшно. Это нормально, потому что это мой календарь. Ваш будет выглядеть абсолютно по-другому, так, как вы того захотите. Я просто покажу именно пример, как я им пользуюсь и как мне это комфортно и удобно. Вот мой календарь. У меня в календаре чаще всего показывается 5 дней, то есть это 120 часов. Из них, по факту, примерно 40-35 часов у нас уходит, у меня уходит на сон, и остается в остатке мы имеем примерно 80 часов активного, времени, которое мы уже распределяем. Я пользуюсь методом таймблокинга. Таймблокинг — это метод управления временем, который помогает разделить день на четкие блоки, посвященные конкретным задачам. Вместо списка дел, который может казаться просто бесконечным, вы планируете свое время по блокам. Например, с 10 до 11 йога, с 11 до 12 завтрак, с часу до 4 работа, потом обед, потом опять работа, ужин и сон. Этот подход снижает перегрузку нашей оперативки. Таймблокинг помогает сосредоточиться на одной задаче в отведенное для нее время, а также видеть, когда можно сделать перерыв. Я сажусь в воскресенье вечером, планировать свою неделю, рабочую и личную, то есть все задачи, которые у меня есть. Я там знаю, что у меня там за эту неделю я хочу, например, смонтировать один ролик, да, на YouTube. И я в целом понимаю, сколько это монтаж примерно у меня по времени занимает, там около 8 часов. И я вот разбиваю это на несколько дней. То есть там 3 часа, тут 2 часа, там 3 часа. Ставлю уведомления там за полчаса, за час. Когда приходит время, я сажусь за эту задачу, другие я откладываю и выполняю, соответственно, ее. Если же я, например, не закончил какую-то свою прошлую задачу, то спокойно я вношу изменения в свое расписание. То есть просто в чем удобность Google календаря, что это можно все просто сдвинуть вот так вот. Да, и это нормально, если у вас там на одну задачу ушло там больше времени, на другую меньше. Это вся система гибкая. То есть стоит помнить, что если вот я себе поставил вот только в это время, там еще что-то такое, например, мы говорим про задачу, на ее выполнение ушло больше времени, чем вы предполагали. Нормально, сдвиньте, уменьшите следующую задачу, перенесите, там, продублируйте это на следующий день. И в первую очередь не нужно становиться рабом своего расписания дня, да, то есть это штука, которая помогает вам распределять свое время так, чтобы достигать тех целей, которые вы себе поставили. Вот здесь вот будет ссылочка про ролик про цели, потому что по факту каждая из вот этих чекбоксов, задач, еще что-то такого, что мы выполняем и кликаем, оно же чему-то служит. То есть мы на что-то свое время, мы же просто так его как-то тратим. Следующее, что я делаю, это цветовое кодирование. Цветовое кодирование в Google календаре помогает упорядочить задачи и сделать планирование таким более понятным. Красный для работы, желтый для встреч,
голубой для личных дел. Это помогает видеть приоритеты и управлять своим временем лучше. Цвета определяют срочность задач и время отдыха. Много красного — значит много важных дел. Много голубого — много личного времени. В телеграм-канале я даю ссылки на цветовые палитры для настройки своего календаря. Переходи, скачивай, подписывайся. Тут мы плавно переходим к ритуалам. Недавно я созванивался с подругой, и во время нашего разговора она сказала: а заведи себе какую-нибудь традицию. Там, либо с друзьями, еженедельные встречи в пятницу в каком-то определенном месте, либо же традиция личная какая-то. Я начал думать, мне почему-то так очень понравилась эта мысль с традициями, что я начал копать в эту историю, и оказалось то, что ритуалы и традиции играют очень большую роль в нашей жизни. Я раньше вообще об этом не задумывался, но в целом мы рождаемся, и у нас сразу же присваивается одна традиция — это день рождения. И впоследствии на нас вот так вот начинают налипать разные социальные традиции, типа как Новый год, там 8 марта, да, как в школе мы там дарили подарки на все эти дни. И вот эти традиции, они раньше служили, я думаю, сейчас скреплением социума. То есть это была очень важная история для развития и усложнения социума. Но также традиции и ритуалы имеют большую роль в нашей личной жизни. Я думаю, что у каждого из вас есть какие-то свои ритуалы, традиции, которые вы выполняете, и в целом даже не задумываетесь, что это мой ритуал какой-то, или это там моя традиция. Например, утренний ритуал, который помогает мне проснуться, это налить себе чашечку водички. Я ее выпиваю, и мне прям становится сразу легче. А потом йога и душ. Вообще, я очень люблю утро на самом деле. В детстве я вставал с утра, чтобы посмотреть мультики. Там шел мультик «Стальной алхимик», и мне он очень нравился. Я вставал в 6 утра, чтобы его посмотреть несколько серий. И с того времени и люблю вставать с утра. Но бывают периоды, когда ты встаешь в 11-12, и, как я часто говорю в этом выпуске, это нормально. Вот, и я рад, что сейчас я вошел в привычный режим, когда успеваю сделать за утро много для себя любимых дел. И проводились исследования учеными из Гарварда и университета Миннесоты. Была изучена роль ритуалов в снижении стресса и увеличении ощущения контроля. Участники группы, состоящие из 9 до 15 человек, должны были принять участие в сеансе, в ходе которого один из участников выигрывал $200 и мог покинуть эту сессию раньше других. Те, кто оставался, были разделены на две группы. Одна группа просто рисовала изображения, выражающие их чувства, а другая группа выполняла ритуал, который включал рисование того же изображения, добавление щепотки соли, разрыв рисунка и счет до 10 раз. Результаты показали, что участники, выполнившие ритуал, чувствовали больше ощущения контроля по сравнению с теми, кто просто рисовал без ритуала. Важно, что эффект ритуала был одинаковым для тех, кто верил в его эффективность, и для тех, кто в него не верил. Это подчеркивает, что ритуалы могут уменьшить стрессовое влияние, даже если вы в них не верите. Например, когда я нервничаю, у меня есть вот кубик Рубика, я его просто начинаю собирать. И я прям чувствую, как у меня возвращается контроль над ситуацией. То есть это такой момент, который позволяет тебе чуть-чуть отстраниться от какого-то события, чуть-чуть выдохнуть и вернуться к нему. Потому что, когда, например, уровень нашего кортизола, да, который вырабатывается во время стресса, превышает, и мы, вот как там в детстве говорили, вытри сопли и начни дальше действовать. Вот это все полная ебла. Если вы чувствуете, что у вас стресс, вы устали, нужно взять перерыв, нужно выдохнуть это все, потому что иначе вы будете совершать неправильные действия, но с жесткой уверенностью, что я взял себя в руки, и я там сильнее всех моих проблем. Нет, возьмите чуть перерывчик. Вот даже в течение дня. Например, вот у меня есть это завтрак, обед и ужин. Я очень люблю готовить, поэтому я себе жестко вот и в календари тоже вклиниваю обеды. Иногда я их тоже, опять же, сдвигаю. Но этот перерыв есть. Я даю себе и своему организму возможность выдохнуть, отдохнуть и чуть-чуть как-то расслабиться. Также по поводу ритуалов. Мне захотелось поделиться с вами медитацией. Я записал и написал медитацию, которая называется Body Scan. Ее можно забрать вот здесь вот в телеге абсолютно бесплатно. Просто переходите, подписывайтесь
качаете ее на формате видео и аудио. Поэтому ритуалы очень важная штука, и как и традиции. И мне очень понравилась еще одна мысль, то что любой ритуал, который у вас есть, или его нет, но вы хотите его завести, это все то, что вы можете себе привить. И также можно добавить и любые вид традиций по факту. Я хочу, например, себе добавить традицию праздновать каждый год дату основания своего YouTube-канала. Для меня это большое радостное событие, которое хочется каждый год вспоминать. Как круто, что у нас есть возможность придумывать свои личные традиции и ритуалы, как, например, вот у Шелдона, допустим, из «Теории большого взрыва». Только у него, конечно, перегиб. Penny. То есть управление временем — это в первую очередь не только про продуктивность, но, опять же, я топлю за то, что это больше именно забота о себе, с уважением к себе и к своему времени, потому что, к сожалению, оно точно закончится когда-то. Поэтому стоит понимать, на что вы его тратите. И опять же, я повторюсь, но это нормально, когда, например, тяжелый период, и вы ничего не записываете, ничего не ведете, просто лежите и приходите в себя. И это тоже нормально. Теперь давайте перейдем больше к практической части. Вот, допустим, у меня мое пустое расписание. Что мы здесь можем сделать? Во-первых, мы можем нажать плюсик, и мы можем создать наш новый календарь. Допустим, это будет наши встречи. Нажимаем «Создать календарь», и смотрите, мы можем выключить наше основное расписание, включить только встречи, поставить себе разные встречи. Вот так вот мы их накидываем, да, условно, к примеру. Вот, условно накидали, и когда мы включаем наш основной календарь, у нас это все спокойно показывается. Мы можем это выключить, включить. Дальше что мы можем сделать? Мы можем поставить регулярные, повторяющиеся события. Вот, допустим, давайте сейчас создадим. Вот, открываем другие параметры. И нажав сюда, мы можем выбрать, как часто это будет повторяться. Например, мы можем сюда добавить дни рождения, допустим, людей. Например, вот у меня, если мне не напомнить про день рождения, или где-то это у меня не записано, я никогда в жизни не вспомню об этом. Только про одно день рождения я всегда помню. Вот. Просто мое. Можно поставить разные вот такие напоминания себе и так формировать у себя какие-то привычки или еще что-то такое, что нам хочется делать. В целом все, такой короткий ролик. Для того, чтобы пользоваться Google календарем, это вообще не сложная программа, там все очень интуитивно понятно. Поэтому просто начните, не откладывайте и не переживайте. Все получится, а если не получилось, просто подумайте, а почему у меня не получилось? Почему, возможно, я так строг к себе или к своему расписанию? И немножко отпустите всю эту ситуацию. Отпустите и начните заново. Уверен, что у вас все получится. Ставьте лайк, подписывайтесь, комментируйте это видео. Всех обнимаю. Такие дела.